Filling up my cup, I see the crowd move, changing by the minute, and the record on repeat. Took a sip, then another sip, then somebody said to me. Друзья, всем привет! С вами новый выпуск Retro Legends Garage. И в этой серии, наконец, вы увидите тест-драйв на мою красотку Impala 67 года. Давайте поговорим про ощущения за рулем. Они также особенные, поскольку это моя Impala. Здесь все сделано так, как я хотел. Цвет салона, цвет руля, цвет панели. Здесь даже сиденья сделаны так, как я хотел. Их цвет, их стиль и даже их мягкость. Я специально приезжал к мастеру, пробовал, мягкие или жесткие они, и затем он добавлял или уменьшал количество поролона в них. Это очень круто. То есть машина плывет по дороге. По рулежке, что можно сказать, здесь очень мягкое управление, опять же, за счет того, что нет пружин, амортизаторов и даже стабилизаторов, машина, естественно, валкая. Но машина не быстрая, это машина для круизов по городу, то есть скорость никогда не поднимается больше 60 километров. И этого вполне достаточно, создается небольшая валкость, но это очень приятно по ощущениям и очень все плавно, никаких резких движений. Это круто. Под нее этот сетап подходит идеально. Теперь давайте обсудим салон. Для меня, честно, это больная тема, поскольку когда я купил машину, здесь не было ничего. Абсолютно все, что вы видите, все или покупалось, или восстанавливалось с нуля. У меня не было дверных карт, не было облицовки, не было ковра, не было центральной консоли, печки, магнитолы, вот этих всех декоративных накладок и мелких элементов. Не было абсолютно ничего. Ручек, вот этих маленьких форточек. Я не знаю, куда все это делось. Может, этого не было изначально. Может быть, потерялось при попытке ее восстановить кем-то до меня. Но все это делалось с нуля. И стоило очень-очень-очень больших сил и вложений. Дверные карты, например, восстанавливались с нуля. Не было вообще ничего. Были фотографии, то, как это должно выглядеть в оригинале, и мой мастер, который должен был все это сделать. Были вводные, были куплены материалы, и понеслось. Долгий-долгий мучительный процесс создания всего этого. Но результат того стоил. Когда я увидел машину в первый раз, я не поверил, что вообще это возможно было сделать. Мы очень круто постарались. Ну, я думаю, вы видите сами, что салон такой, как будто только сошла машина с конвейера. Теперь давайте расскажу про приборную панель. Она простая, для обычного гражданского фулл-сайза. Здесь нет тахометра, здесь есть часы, есть датчик топлива в баке, давление масла, оно лампочка, либо оно есть, либо его нет и загорается она. И поворотники, все, максимально все просто и достаточно информативно. Спидометр и топливо. Из того, что не должно было здесь присутствовать с завода, оно вот здесь. Это консоль, которая была симпровизирована мной, поскольку изначально на машине вообще предыстория. На машине стояла рулевая колонка с переключением передач на ней. Но, видимо, кем-то либо в Америке, либо здесь, уже в России, она была заменена и была установлена рулевая колонка с регулировкой. А на таких колонках нельзя оставлять переключение передач. И поэтому люди перенесли ее сюда, на центральный тоннель. Здесь стоит тюнячая B&M, типа крутая тюнячая система, но, по моему мнению, она здесь абсолютно неуместна. Она стоит 300 баксов, и жалко было ее выкинуть, поэтому я решил ее оставить. Потом я подумал, что обязательно нужны дополнительные датчики, чтобы мониторить мотор и его состояние. Я поставил тройной датчик, а именно вольтметр, давление масла и температура воды, поскольку на приборной панели этих данных нет. Да, дополнительное место. Потом я начал думать и искать, куда же мне поставить магнитолу. В бардачок ее не спрятать, под сиденье тоже. Снизу где-то это было тоже невозможно сделать, поэтому только сюда. Естественно, все эти компоненты были как-то несуразно установлены, и потом пришло понимание, что проще изготовить единую целую консоль
в стиле машины, в стиле сидений и так далее по цвету. И, в принципе, она достаточно гармонично вписалась в интерьер. Не выглядит как что-то инородное. Приборная панель полностью аутентична, сохранены все элементы, я ничего не менял, даже стоит родная магнитола, которой у меня не было, и я ее заказал, лишь бы здесь было все, как и должно было быть с завода. Она открашена в цвет кузова, поскольку она здесь не съемная, не разборная и является несущим элементом. Красилась она вместе с машиной в малярной камере. Единственное, что я хочу заметить, это то, что когда я делал этот салон, я не особо понимал, насколько комфортно будет сидеть на этих сиденьях в плане посадки. Я ставил стоковое решение, как и было с завода. Но, поездив немного, я понял, что здесь все-таки нужно чуть-чуть опустить спинку назад, чтобы более вальяжная была посадка, чтобы можно было сильнее откинуться. С завода, между прочим, на всех машинах почему-то того времени не было регулировок спинки. Но это можно легко решить, переварив крепление, чуть-чуть срезать ограничитель и перенести его назад. Тогда спинка будет откидываться намного сильнее назад. На мой взгляд, из всех поколений импал, которые выпускались с 1958 года, моя самая удачная. 1967 год был уникальный в своем роде. Он максимально выглядит элегантно, поскольку до этого они были более брутальные, более прямые формы до 1966 года. Потом потихоньку все это перерастало в более такие какие-то мягкие и гладкие линии. Ну а потом почему-то все как-то пошло на закат. Машины стали более большие, более какие-то нелепые, и это золотая середина. Спереди очень много хромированных элементов, есть окантовки крыльев, капота, большой бампер и вся решетка выполнена в хроме. Чтобы соответствовать атрибутике лоурайдера, машина обладает специальными накладками на передние фары, которые закрывают половину, и специальной парктроники. Это дань моде 50-х, 40-х годов, когда точно такие же парктроники существовали, ими пользовались. Они предотвращают от касаний бордюра. То есть подъезжаешь к бордюру, они издают звук, и ты понимаешь, что бордюр рядом. А потом они перекочевали в историю лоурайдеров, и теперь современные все машины обладают обязательно этим элементом. Сбоку мы можем наблюдать очертания привычной уже нам бутылочки Coca-Cola. Это один из самых удачных и распространенных дизайнов эпохи 60-х годов. Задние крылья, они исполнены очень гладко и напоминают нам ту самую бутылочку. У нас с Чагой была бутылочка, а с корветом. Да жесть какая-то. Надо что-нибудь поснимать другое. Из доработок, которые сделаны были и которые меня первоначально огорчили, когда я увидел кузов этой машины, а именно двери, были заварены ручки. Но я сначала хотел их восстановить, мы сняли шпаклевку, посмотрели, как сварен металл, и, к сожалению, ничего сделать не получилось, поскольку там просто было вырезано отштамповка под ручки и замки и заварена заплаткой сверху. Решено было пока оставить так, но со временем эта история прижилась на этой машине, и она очень гармонирует теперь под общую концепцию проекта. Сразу отвечаю на вопрос из комментариев, как открываются двери теперь. Все просто, двери открываются через пультик. Внутри двери стоит привод, который подключен к системе сигнализации, и по сигналу с брелка дверь открывается. Ну и чтобы полностью дополнить стилистику этого
автомобиля в стиле лоурайдер я выбрал особенные колеса. Это одни из самых культовых и легендарных колес. Это Supreme Wheels. Они испокон веков ставились еще с начала 50-х на кастом-проекты, и до сих пор они пользуются бешеной популярностью среди лоурайдеров. Okay, I'm turned at the party for a pussy boy and you get burnt. Acting up, you acting buff, you fuck while you get more nigga bitches. I get it, so bitch I'm with it. I get it, shots that don't fit it. I did it, yo, I did it, yo, I did it. Niggas asking where I get my drip back, told the niggas throw it back, nigga back. Asking for the money, what you back say? If you ain't my brother, throw the fuck, nigga, hush that. Cartier, crochet, Asian bitch, really like crochet, never like crochet, came to the crib, I'm Kool-Aid, Багажник здесь открывается с кнопки из салона. И, честно говоря, мне немного стыдно за его внешний вид, поскольку до него руки так и не дошли. Здесь по плану должны стоять облицовки, которые полностью скроют ресиверы и систему пневмоподвески. Она имеет 4 контура, а значит, я могу управлять отдельно каждым колесом. Вообще, изначально, видимо, когда кто-то собирал эту систему, он планировал, что машина будет прыгать. И поэтому собрал ее на жирных клапанах и жирных магистралях. И, соответственно, вы видите 2 огромных ресивера. Но мне это не нужно, и я в будущем планирую уйти на более тонкие магистрали, чтобы машина поднималась не так резко, как сейчас, а плавно, медленно. И также дополнительно поставить контроллер, который будет запоминать положение подвески. Ведь сейчас здесь нет даже датчиков положения рычагов. Здесь скрывается small block от Chevrolet объемом 5,7 литра, 350 кубических инчей, обычный мотор тех времен для фулл-сайзов. Я ничего с ним не делал, он абсолютно стоковый, только поменены все прокладки и стоят декоративные крышки, а также фильтрующий элемент. Из тюнинга здесь стоят только выпускные коллектора, хедеры, а также жирная выхлопная система на 86-й трубе. Some Wu-Tang, M-E-T-H-O shit. Look at them lips and them hips on that bitch. He hit the dip, so I could drop my Macadocian shit like the blunt clip and recognize a pimp. Needless to speak, the G's obsolete. Don't sleep, bang the skins in the week. On the creep up the avenue, I seen her on the block. Who she rapping to? That's my nigga D. Damn, he got G. Now she fucking him and fucking me. See, you know that ain't right. Corrupt criminal crime, boss with cream. Cocaine hustler, blowing out the brains of busters. But it ain't no thing to me. Things to change them the same. Remember they used to thump, but now they black, right? But it ain't no thing to me. Cause man, I ain't spend no cash to hit your nasty ass. Ну а теперь немного лирики, наверное. Этот проект я собирал долгих 6 лет. Ну как, за 2 года я собрал основное все, а потом каждый год я что-то дорабатывал, добавлял и до сих пор добавляю. Каждую деталь, хромированный молдинг, какой-то уплотнитель, который тяжело достать, до сих пор у меня в листе из запчастей, которые нужно найти. На этом проекте я набрался колоссальным опытом, и, в принципе, благодаря этому проекту я пришел к тому, где сейчас. Именно с этого проекта, можно сказать, началась моя история и история мастерской Retro Legends Garage. Также хочется добавить, что именно от этого проекта я получаю максимально большой фидбэк как в социальных сетях, так и на улице. Таких машин немного в России, их всего 2. Есть еще одна 4-дверная, но это немного совершенно другое. Был когда-то один кабриолет красного цвета, но он переехал отсюда в Европу. Bombs always been the best too, true. Fuck that, fuck you. Fuck a bitch that got hot time too. All day I'm sex, y'all new. Bombs always been the best too, true. Loose screw, you a clown like woo.
pull the blade, watch him shake like I lose to. Show my face and hit the gas like boom boom. Make it mine, hit it right like boo boo. Default, you ain't nothing too special. Result of the struggle can't help you. Been there and I done did it way better. Through the snow in the coldest weather. 4-5 make you flow like a feather. Like you down down my nose, bitch, get up. Coming down your run, I'm old, gon' hit her. Wasn't I dumb, still I finally got fed up. Look me in the eyes and tell me what do you see? Cold white skin with the mind that's so dark you can't see. What? Fuck that, fuck you. Fuck a bitch that got whole time too. All day I'm sex, y'all new. Bones always been the best, true. Fuck that, fuck you. Fuck a bitch that got whole time too. All day I'm sex, y'all new. Bones always been the best, true. Еще раз хочется поблагодарить всех, кто смотрит нас, кто пишет комментарии. Мы вас читаем, стараемся отвечать, стараемся быть лучше с каждым выпуском. Поэтому спасибо еще раз. Подписывайтесь, советуйте друзьям. И до новых встреч. Пока.